продолжаем мы свое движение. Я уже и забыл, куда мы едем. Стерлитамак, господи, все. Двигаемся мы, значит, в Стерлитамак. Ну и как бы все нормально. Все вроде как в штатном режиме, как будто бы. Только вот, как известно, утро начинается не с кофе. Проснулся, как обычно, часика где-то, наверное, 3:30, ближе к 4 по местному времени. Ну да, чай, кофе, туда-сюда. Вроде бы как бы уже и ехать можно. Но перед тем, как ехать, надо же обязательно машину обойти, посмотреть. Вот. Выхожу, значит, на улице темно, естественно. Холодно. 27 градусов было. И наблюдаю такую картину. Колесико, в общем, у меня спущено. От слова совсем. Почти на ободе стояло. Ну что ж. Достаем шланг, там подкачку, туда-сюда. А этот, как же он правильно его... Насадка на пистолете подкачки. В общем, она рассыпалась. И все, и колесо качать нечем. Просто нечем. Думаю, блин, выкрутить золотник, шланг надеть прям на сосок так. И так накачать, а потом обратно золотник крутить. Все бы ничего, только сейчас эти современные колпачки на колесах, они идут гладкие, без усиков, так сказать. И золотник банально нечем выкрутить. В общем, бегал, там ковырялся, придумывал. Ничего, в общем, не придумал. Точнее, придумал много чего, но делать было не из чего. В рацию ля-ля, говорю, там, коллеги, кто проснулся. Тишина. Почти вся стоянка на моторе спала. То есть, движки у всех заведены были. Холодно. Потом смотрю, там один подойдет, самое проснулся, я к нему подошел, к другому, к третьему. Ну, вот у четвертого, по-моему, коллеги оказался такой же пистолет почти, как у меня, то есть на быстросъемнике. В общем, дал он мне, я колесико накачал, шиномонтажку посмотрел по приложению ближайшую, 9 километров. Думаю, прекрасно, сейчас я быстренько туда доеду. И все будет нормально, колесико в ней починят. До шиномонтажки я, значит, доезжаю, а время-то еще раннее. Там же, как обычно, там 24 часа, все такое. Ну, я, значит, туда тихонечко тук-тук. Там сонная морда. Мы, говорит, ничего делать не будем, мы, говорит, спим. Я говорю, в смысле спим? Ну как так? У вас же 24 часа в сутки вы работаете. Ни хрена, говорит, не знаем, на улице холодно, мы спим. В общем, мягко говоря, меня нахер послали. Я думаю, ладно. Бог вам судья. Поехал дальше. Другая шинка не работает по дорожной сети. В итоге до третьей шиномонтажки доехал. Пока там шиномонтажник занят был, он там чинил как раз нашего коллегу тоже. Колеса там ему меняли на телеге. В общем, пока я там стоял, у меня колесо опять до обода спустилось. Вот. Сняли колесико там, завезли, начали искать место прокола. А оказалось все прям гораздо печальнее. В этом месте возле соска. Что, сосок? Диск по бороде пошел. В общем, да, диск пошел по бороде. Лопнул. Как раз вот в районе сосочка, там рядышком. А это уже идет у нас, скажем так, особенность. У них это болезнь. Грубо говоря, когда диски делают и сверлят отверстие под сосок, происходит нарушение структуры металла, появляется дополнительное напряжение. Это я вам говорю как технолог машиностроительного производства. Вот, появляется напряжение, и со временем, потому что мы все знаем, какие у нас в России дороги.
то яма, то канава. Ну и получается так, что ты объезжаешь одну яму, попадаешь в другую. То есть, ну, все равно нет, где-нибудь что-нибудь поймаешь. И вот эти вот удары, так называемые, они потихонечку дают о себе знать. В общем, диск лопнул в этом месте, то есть, не знаю, давно. Потому что она давно у меня начала потихонечку подспускать. Я его, грубо говоря, раз в неделю подкачивал. Ну, так оно чуть-чуть. А тут, видать, уже все. Окончательно она устал диск. И спустила полностью. Ну что, с запасного колеса сняли диск. Потому что там на запаске резина как бы такая старенькая. Ну, чисто доехать куда-нибудь. А рулевая-то у меня новая. Ну, в общем, диски местами поменяли, грубо говоря, с запаски на новую поставили. Все накачали, все отбалансировали. Едем дальше. По сути дела, я опять без запасного колеса. А тем временем у нас закат. Закат, конечно, такой прям... Я не знаю, как оно на телефоне будет на камеру смотреться, но... багровый такой, прям алый. Красиво. Ой. Кочки. Качает. Вот такие у нас дела. В общем, утро начинается не с кофе, да. Хотя у меня оно все равно началось с кофе. Это потом уже начались танцы с бубном. Ну, вроде как бы обошлось, все нормально. Везем мы, значит, 20 тонн. 20 тонн груза. При всем при этом расход у нас 19 литров на сотню. Многовато. Да потому что что? Потому что что-то сегодня много остановок было. Там остановился на заправку, тут на заправку остановился. Сначала на метановую, потом на солярку, потом коллега, еду, смотрю, коллега стоит по левой стороне на аварийках, кабина задрана. Рядом с ним еще один наш лидеровский. И по правой стороне, получается, по ходу вот моего движения, еще один. Ну, думаю, на всякий случай тоже тормознул. Остановился, подошел. Говорю, что, помочь? Говорю, могу чем-нибудь? И там у них уже, в общем, полный набор ключей, все инструменты, все нормально. Сливал конденсат с фильтра, я так понял, с этого, с отстойника. И то ли плохо прокачал, то ли чего. В общем, воздух в систему попал, завоздушило, и все, и не заводится. Вот они там, получается, в 4 руки. Один качает, другой форсунки там что-то это откручивает, закручивает. Ну, грубо говоря, как тормоза прокачивают. В общем, прокачивали. Я постоял с ними, как говорится, поболтал, покурил, сигаретками угостил. Ну и, как говорится, за ненадобностью поехал дальше. Ну, остановиться все равно надо, потому что на улице холодно, 20 градусов, как бы, ну. А вдруг у них не хватает ключика, который как раз у меня есть. Ну, в общем, остановиться, спросить все равно надо. Я не знаю, это как-то прямо... Ну как можно не остановиться? Хотя ведь бывают такие, которые едут мимо и нифига не останавливаются. Вот коллега проехал. Тоже многие вот замечал, стоят на аварийках. И ничего, и непонятно. Я останавливаюсь. Я говорю, что, говорю, сломался, случилось что ли что? Не, я, говорит, просто это самое там, чаю попить. А зачем аварийку тогда включил? Тоже непонятно. Стал ты спокойно на обочине. Оставь габариты включенные, все, и тебя видно как бы. Зачем аварийку включать? Люди думают, что человек сломался. Аварийка же это как бы, ну ладно. Чтобы вам
что такого рассказать интересного из интересностей? Что-то у меня запас мыслей закончился. Ладно, что-нибудь вспомню, обязательно включусь, расскажу. Или если увидим что-нибудь интересненькое, обязательно включимся. И снова доброе морозное утро. Всем здрасте. За бортом у нас 27. Плавает 27-28. Морозно, свежо. Вчера ничего интересного больше не было. Добрался до кургана, задулся метаном. И после кургана буквально там через несколько километров встал на стояночку. Зауральский тракт. Стоянка прекрасная. И магазины, и кафешки, и всякие автозапчасти. И сама по себе стоянка огромная. Места хватит, как говорится, на всех. Рекомендую, так сказать. Зашел в магазинчик тоже там, потратился маленько. Ну а куда деваться? Все мы люди, все мы человеки. У каждого есть какие-то хотелки. А тем временем мы забираемся в Уральские горы. Можно сказать, уже прошли сейчас Челябинск. Сейчас уже совсем скоро будет Миас. И начнется. Оно уже начинается. Вверх-вниз, вверх-вниз. Нормально. Дорожка вроде чистая. Морозом все выдавило. Раскатали, сухо. Местами только вот где со стоянок народ выезжает, видать, накатывают маленько такую ледяную корочку небольшую. Но в большей степени дорога сухая. Будем надеяться, что и... Вот о чем я говорил. Только что вот он меня обогнал. Для чего, блядь? Чтоб, сука, передо мной нахуй затормозить и повернуть на стоянку. Дебил, блядь. Ладно. Если вы не ругаетесь матом за рулем, значит вы не следите за дорожной обстановкой. Ну, бывает и мат. Куда деваться? Редко. Редко, но метко. Ну что ж, поехали дальше. Если прилипну где-нибудь на подъеме, я обязательно включусь и все вам это покажу. Сейчас вот опять метанчиком задулись. И теперь нам должно хватить до самого-самого Стерлитамака. По-моему, там где-то еще метановая заправка есть. До выгрузки нам осталось меньше 500 километров. Навигатор говорит 489. А выгрузка завтра в 3 часа дня. Так что сейчас, скажем так, не то что в расслабленном режиме, спокойно, с холодной головой пройдем Урал. А дальше по обстоятельствам. Если, как говорится, настроение будет, значит дальше поедем. А если нет, значит на стояночку встанем, а завтра с утра уже тогда и на выгрузку доедем. Как-то так. Ладно, поехали дальше. Еду я, значит, еду, а у самого в голове всякие мысли, думки думаются. Вот одна из мыслей. Из дома я уехал 1 августа. Сегодня у нас уже 7 декабря. Вроде бы как будто бы не мешало бы отдохнуть. Но, допустим,
допустим, мне вот недели отдыха хватит выше крыши. Просто вот, ну, выше крыши. Отсюда вопрос. Какой водитель согласится сесть на машину всего лишь на неделю? Мне кажется, таких мало. Если, как говорится, и садиться на машину, то это недели 2-3, как минимум. Отсюда следующий вопрос. А где гарантия того, что после того, как я отдохну вот эти там 2-3 недели, я вернусь обратно на эту же машину? На другую я вот не хочу. Мне это нравится. Как быть? Ваши советы? Может, знает кто, чего, как вообще выходить из такой ситуации? Опять же, чтобы неделю машина просто так стояла, пока я там отдыхаю, никто не позволит. Слишком дорого простой для машины. Ну, не для машины, а для компании. Если машина стоит, это слишком дорого. Естественно, никто не будет на это подписываться. Вот такие вот, в общем, у меня мысли в голове роятся. Как поступить, не знаю. Да, ну и выходных-то как бы особо и не хочется. Как бы. Ну, а смысл? Мне и тут неплохо. С другой стороны, на пару дней домой заехать, и, в принципе, мне бы выше крыши хватило этого времени. 2-3 дня прям все под самый потолок. Но опять же, даже 2-3 дня никто не даст, чтобы машина стояла 2-3 дня. В общем, не знаю. Может, что кто посоветует? Ладно, поехали дальше. Мысли вслух. Ну, у нас уже вон горы начинаются. Вон впереди. Красиво. Приготовьтесь, через 3 километра, 300 метров, возьмите правее. Возьмите правее. Да? Возьмем. Не, ну вы посмотрите на эти пейзажи. Красота. Да. Вот где на лыжах-то кататься. На лыжах, на сноуборде. Правда, вверх устанешь подниматься. Но любишь кататься, люби и саночки возить. Красиво. О, заправочка. Смотри, напор какой охуенный. У меня по утрам сильнее. В общем, уже полчаса стоим. Больше, наверное, даже. Пока заправила 80 литров за полчаса. Ну, нормально. Нам еще 200 надо. Пойдем в кабину чай пить. Как вам такой закат? А? Видели когда-нибудь, как солнце по горам ползает? А оно ползает. Спускаемся на Сим. Потихонечку. Впереди какой-то тихоход идет. Прям совсем медленно-медленно. Ну и пока он медленно-медленно, у нас есть возможность поснимать. А я думал, не получится поснимать. А благодаря тихоходу. С одной стороны, даже спасибо ему. Гляньте, какая красота, а?
А? Где вы еще такое увидите? Оп. Красота, высота. Ух. Кто там говорил, что я камеру включаю в нужный момент? Да-да, я стараюсь, чтобы помимо моей болтовни, мало кому интересной, как я понимаю, было еще на что посмотреть. Вон он, Сим. Сейчас спустимся вниз, а потом будем вверх ползти. За это тихоходу отдельный минус, потому что он что вниз еле-еле, что вверх еле-еле. Так-то бы перед подъемом разогнаться бы маленько, а он что-то как-то не очень. Да, бывает и так. Какая красота. Это по рации что-то все квакает. Блин. Надо было ее выключить. Ну да ладно. Основную красоту я вам показал. А пока мы спускались, солнышко уже спряталось за горку. Все. Не видать. Вот так вот. Ну все, сейчас будем разгоняться и двумя руками за руль надо хвататься. Ну, собственно, вот и все. Весь наш разгон. Догоняем тихохода. Да, можно было и не разгоняться. Сейчас будем ползти. Зато у нас есть возможность посмотреть, что происходит слева. Оп! Да, красота. Эх, когда еще так ты снимаешь? Сзади там тоже коллеги дымят, пыхтят. Да. Живут же люди, а? Прям на склонах вон дома ведь, да? Обгоняет. Сплошная, не сплошная, а потом вклиниваются, а нам приходится за них оттормаживаться. Тем самым они нас сажают еще больше. Бестолковые. Им надо ехать, а нам не надо. Мы вот тут троллейбус ждем, а им надо ехать. Такое ощущение, что у них в бардачке запасные права лежат. А может, их и вовсе нету. А вы тоже через сплошную обгоняете, ребятки? Друзья, товарищи. Ну-ка, признавайтесь, давайте. Кто через сплошную обгоняет? Ой, совсем посадили. Ладно. Нам мощей хватает. Вытянем. Единственный момент, солярки сожжем. Тьму тьмущую. Ну и хрен с ним. Да. Что-то опять прям. В общем, никак не поддается нам этот тихоход для обгона. Постоянно встречка идет, поворот сплошные.
заснимем немножко красоту. Ой-ой-ой, солнышко спряталось за горкой. Какая красота. Я вот здесь уже еду. Не знаю, какой раз. В общем, уже много раз я здесь ездил. Ну, по моим меркам, много раз я тут ездил. И все равно не перестаешь, я не знаю, как это, восхищаться. Потому что каждый раз что-то новое. Первый раз я здесь ехал, все зеленое было. Это был у нас где-то конец августа. Нет, даже не конец. В числах, получается, в 20-х августа я здесь ехал. Все было зеленое. Я в этот подъем полз, а у меня движок грелся. До 105 градусов. Ошибка. Этот зумер пищит. Перегрев двигателя. Остановитесь немедленно. И все такое. Вот. Другой раз ехал ночью. Ничего не видно было. Потом, получается, уже был сентябрь. Листва желто-зеленая. Это просто вообще что-то с чем-то. Где-то она желтая, где-то еще зеленая, где-то красноватая. В лучах солнца все переливается вообще красочно все. Это просто вот, я не знаю, какую надо камеру иметь, чтобы всю эту красоту передать. Потом ехал, листва уже, получается, вся осыпалась. Все такое, знаете, как черно-белое кино, в общем, все черное такое, серое. А сейчас вот получается, что у нас? Снег. Опять же черно-белое кино, но вот красок добавляет закат. Красиво, я не знаю. Все говорят, вот, дорога каждый день одно и то же. Да нифига. Едешь в одно место, через месяц едешь туда же, той же дорогой, а все по-другому. Совершенно. Ну, вон впереди какая еще. На камеру, наверное, не видно. Прям горы горные. Вот глазиками это все видишь, а на камеру, походу, ничего не видно. Не знаю, как это все приблизить, как это все показать. Ой. Вроде поехали. Ладно, будем выключаться.